Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео я покажу 5 простых приготовлений, красивых и, конечно же, вкусных закусок на праздничный стол. Из этой подборки каждый сможет найти для себя подходящий рецепт закуски. Первой приготовим закуску с грибами и сыром. Готовится она очень просто и быстро, а съедается как семечки. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим ингредиенты. 200 грамм сыра нарезаем кубиками размером примерно 1,5 см. Лучше всего для закуски брать сыр, а не сырный продукт. Полкилограмма шампиньонов моем и отламываем у них ножки. Ножки нам не понадобятся, из них можно приготовить, например, вкусный грибной суп или грибную подливу. Грибы для этой закуски желательно брать среднего размера и не переспевшие. Подготовленные грибы выкладываем в форму для запекания или на противень шляпками вниз. Грибы немного солим. В каждую шляпку гриба кладем кубик сыра. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10 минут, пока не расплавится весь сыр. Закуска с грибами и сыром получилась вкусная и легкая. Готовится она очень быстро и просто. Второй приготовим необычную и очень вкусную закуску — йоркширские пудинги. Такую закуску можно смело готовить на праздничный стол, хотя и для каждодневного стола она тоже отлично подходит. Сначала приготовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца, насыпаем 1/3 чайной ложки соли и наливаем 200 мл молока. Все взбиваем до однородности. В яичную смесь насыпаем 125 грамм муки. Все перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться жидким, примерно таким, как на блины. Тесто переливаем в емкость с носиком, у меня это мерная кружка. Накрываем крышкой и даем ему настояться минимум 2 часа. Я тесто оставляю в холодильнике на ночь. Тесто настоялось, подготавливаем формочки для выпечки. Растопленным сливочным маслом обильно смазываем все формочки. У меня диаметр формочек 4 см. Этих формочек мне будет недостаточно, и я подготавливаю еще одинарные силиконовые формочки для кексов. В подготовленные формочки наливаем тесто. Каждую формочку заполняем тестом не больше, чем наполовину. Если тесто немного расслоилось после того, как постояла ночь, то его нужно размешать ложкой. Все ставим в духовку, разогретую до 220 градусов. Выпекаем 15 минут. Спустя 15 минут выключаем духовку и оставляем пудинги в закрытой духовке еще на 5 минут. Готовим начинку для пудингов. Одну луковицу нарезаем четверть-кольцами. 300 грамм помытых шампиньонов нарезаем пластинками. На раскаленную сковороду кладем подготовленные грибы. Жарим на большом огне до испарения всей жидкости. Когда вся жидкость испарится, добавляем немного растительного масла и кладем нарезанный лук. Обжариваем на среднем огне до готовности лука. Все солим и перчим по вкусу. Наливаем 100 мл сливок жирностью 10-15%. Все перемешиваем и готовим еще около 2 минут до момента, когда сливки станут густыми. Начинка готова, снимаем ее с огня. В остывшие пудинги кладем грибную начинку. Из этого количества теста у меня получилось 17 пудингов. Еще больше разных закусок на праздничный стол смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. – 70 грамм сыра трем на крупной терке. Тертый сыр выкладываем сверху на грибную начинку.
Подготовленные пудинги переставляем в форму для запекания. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 5 минут, пока не расплавится сыр. Также сыр можно расплавить в микроволновке. Такие пудинги получились очень вкусными и аппетитными. Их совсем не сложно и даже интересно готовить. Такая закуска вкусная как в теплом, так и в холодном виде. Также йоркширские пудинги можно приготовить и с другими начинками, даже сладкими. Третий приготовим праздничную закуску из огурцов. Это легкая и незатейливая закуска, готовится просто, а на столе выглядит красиво и оригинально. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим начинку. 200 грамм отварного куриного филе нарезаем кубиками. Куриное филе можно заменить любым мясом или колбасой. 100 грамм сыра нарезаем маленькими кубиками. По желанию сыр можно натереть на крупной терке. В миску кладем подготовленное куриное филе и нарезанный сыр. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока и перчим. Все заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза и хорошо перемешиваем. Начинка готова. 4 длинных огурца моем и нарезаем бочонками высотой примерно 4 см. В середине каждого кусочка огурца чайной ложкой аккуратно вынимаем мякоть, оставляя стенки и дно. В каждый бочонок из огурца кладем подготовленную начинку. Количество этой начинки хватает на 4 длинных огурца или примерно на 30 порций закуски. Помидор нарезаем на четвертинки и вынимаем семена. Здесь будет достаточно одного маленького помидорчика. Я взяла 1 помидор черри. Мякоть помидора нарезаем небольшими кубиками. Закуску в огурцах выставляем на блюдо. Украшаем листиками петрушки. Сверху для красоты кладем по 1 кубику мякоти помидора. Праздничная закуска с огурцами получилась необычной, красивой и очень вкусной. Начинка для огурцов может быть разная, не бойтесь экспериментировать. Такая закуска без сомнения понравится всем вашим гостям. Следующий приготовим рулетики из огурцов на шпажках. Такая закуска готовится очень быстро, а на столе выглядит красиво и празднично. Сначала приготовим начинку. Половину большого сладкого перца сначала нарезаем тонкими полосками, а затем полоски нарезаем мелкими кубиками. В миску кладем 200 грамм сыра фета и разминаем его вилкой. К сыру добавляем нарезанный сладкий перец. Все перемешиваем. Вместо феты можно использовать брынзу. В начинку по желанию еще можно добавить нарезанные оливки, колбасу или мясо. Подготавливаем огурцы. Всего понадобится 2 длинных огурца. Каждый огурец аккуратно нарезаем на пластинки с помощью овощечистки. Получается быстро, тонко и красиво. Для того, чтобы огурец более равномерно нарезать на пластинки, его нужно периодически разворачивать. На доску кладем пластинку огурца. С одной стороны на огурец кладем примерно 1 чайную ложку подготовленной начинки. Огурец с начинкой сворачиваем в рулетик. Еще больше разных легких закусок смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Готовые рулетики выкладываем на блюдо. Маленькие помидоры черри разрезаем пополам. Каждую половинку помидора протыкаем шпажкой, а затем шпажкой с помидором прокалываем рулетик из огурца. Вместо шпажек можно использовать деревянные зубочистки.
Закуска из огурцов получилась красивая и вкусная. Приятный освежающий вкус огурца отлично сочетается с соленым сыром фета и сладким ароматным перцем. Ее очень легко готовить, а нравится она как взрослым, так и детям. И пятый, приготовим необычную закуску из цветных блинов. Готовится такая закуска совсем не сложно, а на столе выглядит очень ярко и празднично. Сначала приготовим тесто для блинов. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем пол чайной ложки сахара и пол чайной ложки соли. Все взбиваем миксером до легкой пены. Во взбитые яйца наливаем примерно третью часть молока. Опять перемешиваем. Всего понадобится 750 мл молока. В смесь из молока и яиц добавляем примерно 2 стакана муки. Все перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем оставшееся молоко и окончательно перемешиваем. Готовому тесту даем отдохнуть 15 минут, а за это время мы приготовим натуральные красители для блинов. Для красных блинов нужно выдавить сок из свеклы. Одну небольшую сырую свеклу трем на мелкой терке. Тертую массу выкладываем на марлю, сложенную вдвое. Аккуратно руками выдавливаем сок из свеклы. Его понадобится примерно 100 мл. В зеленый цвет будем окрашивать блины с помощью шпината. Берем 50 грамм уже размороженного шпината и добавляем к нему примерно 4 столовые ложки блинного теста. Тесто добавляем для того, чтобы увеличить объем. Все измельчаем погруженным блендером до однородной массы. Готовое блинное тесто разделяем на 3 примерно одинаковые части. В первую часть кладем подготовленный шпинат и хорошо размешиваем тесто. Если тесто получилось густым, то добавьте еще немного молока или воды. В конце в каждое тесто добавляем примерно по 2 столовые ложки подсолнечного масла, чтобы постоянно не смазывать сковороду. Во вторую часть теста добавляем 100 мл свекольного сока. Чтобы тесто не было жидким, также добавляем еще 1-2 столовые ложки муки. Все перемешиваем. В конце добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла. И в третью часть теста для желтого цвета добавляем 1 чайную ложку куркумы. Все перемешиваем. Добавляем подсолнечное масло. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде. Перед первым блином сковороду смазываем растительным маслом. Выливаем 1 половник теста в центр сковороды и равномерно его распределяем по всей поверхности. Сначала жарим блин на одной стороне, как только края начинают отлипать от сковороды, сразу же переворачиваем его на другую сторону. У меня на сковороде диаметром 25 см получилось 15 блинов. Теперь приготовим начинку для блинов. 10 вареных яиц трем на крупной терке. 250 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску кладем тертый сыр и яйца. Сюда же выдавливаем через пресс 2 зубчика чеснока. Все заправляем майонезом и хорошо перемешиваем. Начинка готова. Кладем блин и смазываем его по всей поверхности приготовленной начинкой. Начинки много класть не нужно. Блин с начинкой сворачиваем трубочкой. Так начиняем все блины. Готовые блины с начинкой разрезаем порционными кусками. Закуску красиво раскладываем на блюде и подаем на стол.
Закуска из цветных блинов получилась красивой, необычной и вкусной. Она отлично подходит на любой праздничный стол. Обязательно ее приготовьте. Если вам понравились такие рецепты закусок на праздничный стол, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.